Энгин советует Серкану пойти на компромисс и извиниться перед Эдой. Наступил вечер. Мелла грустит и спрашивает у Эды, помирилась ли она с Серканом. Эда рассказывает, что когда принесла доказательства, он даже не извинился перед ней и стоял как робот. А Серкан позвонил Каану и по старой дружбе предложил, что приобретет его компанию по выгодной цене. Каан не согласился, и Серкан сказал ему попрощаться со своим бизнесом. Энгин еле-еле вытащил друга из офиса. Серкан упорно не хочет извиняться перед Эдой. Он говорит, что найдет для нее новый проект. Энгин считает, что извинения сработали бы лучше. Но Серкан полагает, что это слишком просто. Увидев на витрине бутика красивое платье, он покупает его Эде. А Эда тем временем борется со стрессом, вспоминая Серкана. Войдя в комнату, Эда снимает фотографию Серкана, перечеркивает ее и вешает у входа в дом. Серкану Балату сюда вход запрещен, говорит она Джерен и зовет ее на террасу. Долгое время Эда изливает душу лучшей подруге. А Серкан, вернувшись на работу, снова вспоминает Эду. Наступил новый день. Сириус вытащил вещи Эды. Сейфи говорит Серкану, что собаки порой бывают и то чувствительнее. Сейфи увидел в пакете платье. Он думает, что Серкан купил его Селин и подкладывает в пакет наручники, чтобы напомнить Селин, что у нее уже есть жених. Айдан узнает, что секретарь Альптекина уволилась и уехала жить в другой город. Айдан переживает, так как та была ее правой рукой. Альптекин говорит, что рассмотрит несколько кандидатур, но Айдан сама намерена найти кадры. Серкан видит в пакете наручники и выкладывает их. В доме Эды Серкана холодно принимают. Не говорят, где Эда. По субботам ты ее здесь не найдешь, говорит Фифи Серкану. Мелла, напомнив Каана, говорит Серкану, что один сердцеед хуже другого, и уходит. Хитрый Балат решил последовать за ней. Он напоминает Мелли, что был для нее зятьком. Милек, понимая, что тоже стала причиной их расставания, помогает Серкану найти Эду. Селин приготовила завтрак, накрыла на стол, но Ферит говорит ей, что у него в субботу дела. Он выпивает кофе и уезжает. Селин понимает, что с Феритом что-то не то. Энгин позвонил Серкану спросить, почему он не на работе. Тот отвечает, что ездит по Стамбулу и ищет место с большим садом у маяка. Сотрудники думают, что это по работе. Перил снова позвала Энгина пообедать, но тот, вспомнив слова Джерен, снова отказался. Наконец-то
Объездив 3 сада, Серкан нашел Эду. Он слышит, как та разговаривает с цветами. Увидев Серкана, Эда хочет поскорее уйти. Но Серкан достает наручники и приковывает ее к себе. Точно так же, как она его в первый день знакомства. Серкан настаивает на разговоре. Он везет ее туда, где будет спокойно. Селин думает об отношениях с Феритом. А Серкан привозит Эду в дом. Он говорит, что здесь давно никто не живет, а сторож неподалеку присматривает за ним. Эда требует от Серкана снять наручники. Но Серкан думает, что та от него убежит. Эда выходит из себя и устраивает погром. «Успокоилась?» – спрашивает Серкан. «Да», – ответила Эда. Девушки волнуются, так как не могут дозвониться к Эде. Но Мелла держится стойко и молчит. А Серкан зовет Эду погулять по лесу. Селин становится скучно, и она приходит в гости к Айдан. Она рассказывает, что, наверное, расстанется с Феритом, так как все очень запуталось. Радостная Айдан советует не грустить и предлагает посмотреть фотоальбом, когда они с Серканом маленькие. Серкан для начала спрашивает у Эды о месте, где она сегодня работала. Та рассказывает, что это приют, и она приходит в него раз в неделю волонтером. Серкан приводит Эду в запланированное место, где для них уже накрыт стол. Айдан хочет сообщить сыну, что Ферит и Селин расходятся. Серкан не отвечает, и Айдан говорит все на голосовую почту. «Эта флористка сделала свое дело», — говорит Айдан Сайфи. А тот спрашивает, уверена ли она, что Серкан с Эдой расходятся. Та велит ему меньше болтать, а поскорее нести совместные детские альбомы Серкана и Селин.